Здравствуйте, вы смотрите Geek Movies. Слово Marvel ассоциируется в головах каждого современного зрителя с маркой качества и отличными фильмами, которые никогда не подводят и всегда позволяют прекрасно провести время. Но в 2014 году, когда студия собрала, мягко говоря, не самых популярных персонажей комиксов в команду Стражей Галактики и ввалила в них более $200 миллионов, сомневался в успехе фильма каждый первый, так как ранее студия раскрывала истории лишь знакомых всем и каждому героев. И все мы помним, чем это закончилось. Ошеломительным успехом, восходом в звезды Криса Претта, Зои Салданы и других ребят, а также открытием новой космической эпохи жизни киновселенной, оформленной под греющие души саундтреки и наполненной харизматичными и запоминающимися персонажами. Никаких сомнений в продолжении не было, оно было заявлено практически сразу, однако мы знаем, сиквелы часто бывают подвержены синдрому неудач, чем запомнился далеко не один фильм. Прошло 3 года, и на экраны выходят «Стражи Галактики 2», теперь уже обладающие звездным составом, зарекомендовавшим себя режиссером и еще большими ресурсами, которые выделила Disney. Продолжение собрало максимальный результат на предварительных показах внутри Marvel и уже было показано журналистам. Удалось ли фильму выдержать высокую планку, которую задал оригинал? Вокруг чего вертится история и чего ожидать при походе в кинотеатры? На эти и многие другие вопросы мы ответим прямо сейчас в нашем обзоре «Стражей Галактики 2» без каких-либо спойлеров, так что смотреть его можно всем и каждому. Что же до тех, кто желает узнать секреты фильма, в конце мы поделимся парочкой любопытных, но не смертельных деталей. А пока мы начинаем! По традиции разложим происходящее по пунктам, а начнем, само собой, с атмосферы. Кадр за кадром, диалог за диалогом, фильм будто влюбляет нас в себя заново, используя абсолютно ту же схему, которая принесла успех оригиналу. Это все та же космическая рок-н-ролл-опера, в которой титаническое количество внимания уделяется окружающей персонажей обстановке. Малыш Грут танцует под песню «Mr. Blue Sky». Огромные панорамы целых планет проносятся под «You're a Fine Girl». Стражи Галактики 2 с первых минут происходящего в ультимативной форме заявляют, что задний план создан здесь не для галочки. Перейдем к сюжету. Если оригинал разрывал все мыслимые шаблоны, рассказывая о ребятах, которые вынуждены объединиться из-за различных обстоятельств, то сиквел уже больше похож на классический фильм о команде, которая выполняет определенные задачи. Не будем кривить душой и лгать. Это в первую очередь фильм о Звездном Лорде и его отношениях с отцом, живой планетой Эго. Его-то мы и видим с первых же секунд действа. Вообще, ребята, все, что показывали нам трейлеры, это действительно события от силы первых 20 минут. И ни единого спойлера в них не содержится. Даже Аеша, золотая дама и правительница генетически совершенных людей расы Северейн, далеко не главный злодей картины. И введена она, по большому счету, с запасом на сиквел. Нет спойлеров в том, чтобы рассказать, что Аеша сначала наняла команду стражей для победы над тем огромным монстром из трейлера, а затем наши ушлые ребята немного ее обворовали, вследствие чего она хочет с ними посчитаться. Об этом уже говорилось в официальных заявлениях, и это, мягко говоря, вершина айсберга, не особо связанная с последующими событиями. Вообще, первый фильм о Стражах Галактики в шутку сравнивали со «Звездными войнами», и с выходом сиквела эта шутка превратилась в реальность. Вторая часть стала для оригинала абсолютно тем же, чем стал фильм «Империя наносит ответный удар» для «Новой надежды», первой главы в истории далекой-далекой галактики. В ней Люк Скайуокер, волей судьбы ставший частью команды, сталкивается с Дартом Вейдером, который оказывается его отцом. Забавно, ведь во вторых «Стражах» Звездный Лорд, точно так же будучи членом команды, сталкивается в свою очередь со своим отцом, живой планетой Эго, и именно вокруг этого действия вертятся все дальнейшие события. Эго трудно назвать однозначным злодеем или добряком. Это сложная личность со своим взглядом на Вселенную, который в чем-то сходится, а в чем-то и не сходится с его сыном. Это и станет ключевой линией истории, которую Джеймс Ганн попытался до нас донести. И сделал это очень успешно. Курт Рассел, исполнитель роли отца Питера Квилла, проделал невероятную работу, и все, что происходит между этими двумя ребятами, настоящий золотой фонд супергероики. Сразу упомянем сцены после титров. Их целых 5, и ни одна из них не отсылается на «Войну бесконечности» или же на другие фильмы. Все 5 служат отсылками на будущее и на третий фильм о команде, демонстрируя намеки на появление новых персонажей и углубляя роли уже имеющихся. Но перейдем к другим действующим лицам и той магии, которую умудрился
умудрился сотворить Джеймс Ганн. При всем том, что, как мы и упоминали ранее, в центре картины будет находиться Питер Квилл и его папаша, режиссер умудрился уделить внимание абсолютно всем, раскрыв практически каждого стража по максимуму. Но, как это всегда и бывает, с кем-то получилось лучше, а с кем-то чуточку похуже. Особняком от всех, даже от Звездного Лорда, стоит очаровательная Гамора, каждая реплика которой заставляет ей сочувствовать, ибо для нее нахождение в команде ощущается как работа няньки для кучи детей в телах взрослых. Конечно, иногда проскакивает небольшой перебор эмоций в разговорах, и актеры самую малость переигрывают. Но в этом нет абсолютно ничего страшного. Ребята выложились по максимуму, и результат приятен не только взгляду, но и ушам. И именно с Гаморой связана вторая по важности сюжетная линия. Это ее взаимоотношения с сестрой, Небулой, которую злодейка судьба заставляет находиться бок о бок со сборищем раздолбаев, которое именуется громким именем Стражи Галактики. Таноса в фильме действительно нет, однако это не отменяет факта, что его характер показан прекрасно. Две его дочери, сводные сестры, не стесняются в выражениях, демонстрируя весьма однозначный взгляд на личность родителя, их воспитавшего. Карен Гиллан и Зои Салдана действительно похожи на сестер, и для многих, включая нас, их отношения стали настоящей отдушиной и главным в картине. Но вернемся к другим ребятам. Практически в каждом фильме есть персонаж, который вроде бы держится на вторых или даже третьих ролях, но запоминается всем и каждому. В «Стражах Галактики 2», конечно, есть такой персонаж, и это Йонду, опустошитель, который рассорился со своей шайкой и был вынужден уйти в бега, оказавшись в одной лодке с нашими ребятами. Сцена побега из тюрьмы, которая мельком была показана в трейлерах, бесспорно одна из самых красочных в истории киновселенной Marvel, и держится она именно на Йонду и его мастерстве обращения со своей радиоуправляемой стрелой. Майкл Рукер и так далеко не самый последний актер планеты, но после выхода фильма он станет самой настоящей звездой первой величины. Попомните наши слова. А что же до реактивного енота и Грута? Если вам казалось, что милее эта парочка быть просто не может, забудьте. 80% экранного времени вы будете либо сидеть с глупой улыбкой на лице, либо ухмыляться очередной хохме от языкастого енота, который считает своим долгом прокомментировать все. Малыш Грут еще более мил, чем в трейлерах, и передать что-либо из его действий без спойлеров просто невозможно. Так что, ребята, смиритесь с тем, что эта маленькая деревяшка принесет в вашу душу тепло и радость, не забывая при этом являться важным элементом картины. Приблизительно таким же, каким является и Дракс, который не только не утратил способность воспринимать любые высказывания буквально, но и углубился в нее. Когда он заговаривает со Звездным Лордом, откладывайте попкорн куда-нибудь подальше, чтобы, не дай бог, не поперкнуться. Смеяться вы будете очень и очень долго. Отдельно стоит упомянуть Мантис, которая появляется в команде отчасти благодаря папане Питера Квилла, и с помощью телесного контакта способна прочитать эмоции людей и их сокрытые от всех желания. Ее святая простота влюбляет в себя, и что самое главное, в команде отпетых циников, грубиянов и хамов, коими являются стражи, она предстает тем самым добрым уголком, который разряжает обстановку и умиротворяет абсолютно всех, и в особенности Дракса. Ведь две личности не от мира сего просто обязаны сойтись, не правда ли? Вернувшись к Звездному Лорду, хочется сказать, что Крис Претт один из немногих актеров на планете, который способен сыграть настоящую задницу, которая не совсем вежлива, не всегда добра и уж точно не чиста помыслами. Но не влюбиться в нее вы просто не сможете. Не зря его сравнивают с Робертом Дауни-младшим, и тем сильнее хочется увидеть их обоих на одном экране в «Войне бесконечности». Уж очень интересно будет понаблюдать за тем, кто из них уделает соперника в словесной битве. Оставляйте свой голос в комментариях, и вместе мы решим, чей язык острее — Звездного Лорда или же Железного Человека. В фильме он потихоньку свыкается с ролью главного в команде, но дается это ему не так уж и легко, учитывая колорит и разношерстность его товарищей. Без романтики здесь также не обошлось. Все мы помним, как Мантис спалила его чувства к Гаморе еще в трейлере. Да и не сказать, чтобы Питер очень-то их скрывал. Он пытается выстроить с ней отношения так, как только может бесшабашный раздолбай. И наш последний пункт – графика. Джеймс Ганн избрал революционный метод съемки, работая с разрешением, которое крайне редко поддавалось кому-либо еще. И «Стражи Галактики 2» можно смотреть без звука и с вырезанными персонажами, просто 2 часа любуясь на пейзажи, которые разворачиваются вокруг. Пожалуй, у самого отпетого ненавистника не повернется язык сказать про слезящиеся от CGI глаза, потому что слезиться они будут разве что от удовольствия. Удовольствие наблюдения за бескрайней вселенной, масштабными сражениями, невероятно реалистичными костюмами и, конечно же, живой планетой Эго, которая действительно стала самым большим спецэффектом в истории кинематографа. В заключение хочется сказать, что пусть Marvel немного преувеличила, поставив фильму максимальный балл на предварительных просмотрах,
фильмах, и вполне возможно многие не назовут его лучшим фильмом киновселенной. Но никто не поспорит, что как минимум тягаться за его звание творение Джеймса Ганна способно абсолютно заслуженно. Второй фильм достойно продолжил дело оригинала, улучшив его как в графической, так и в сюжетной составляющих. В нем отсутствуют отсылки на остальную киновселенную, однако событий более чем достаточно для того, чтобы однозначно заявить: «Стражи Галактики 2» вышли прекрасным фильмом. На этом у нас все. Желающие услышать спойлеры могут не закрывать видео после этого сообщения, а мы будем невероятно признательны за поставленный вами лайк и будем плакать от счастья от каждой подписки на наш канал. И уж точно будем выпускать еще больше интересных видео по всеми нами любимой тематике. И, как и было обещано, самая малость спойлеров. Фильм начинается со сцены молодого Курта Рассела, который плывет по реке с матерью Звездного Лорда. И после всех событий, показанных в трейлерах, он находит сына, рассказывает ему все, прозрачно намекая на свое могущество и на то, что вместе они могут управлять целой галактикой. Сильвестр Сталлоне играет в фильме «Стархоука», и именно он выгоняет Йонду из Опустошителей. Однако отнюдь не из-за того, что тот мягко обошелся с Питером Квиллом, а потому что тот в прошлом торговал детьми на черном рынке. В сценах после титров мы увидим намек на смерть Йонду, оригинальных Стражей Галактики, отсылку на то, что Адам Уорлок станет главным злодеем третьего фильма, а также подростка Грута, который играет в видеоигры и, судя по всему, будет таким в третьей части фильма. Спасибо за внимание, друзья, и до новых встреч!